Некоторые люди просто оказываются в центре внимания, но наш среднестатистический Джо, обычный главный герой, не считает себя одним из этих людей. Его зовут Усада, и этот ненавидящий себя парень просто считает себя ничем не примечательным, заурядным учеником средней школы. Самое захватывающее приключение в жизни этого чувака, приправленное ванилью, это возвращение нескольких глупых голубятин в их гнездо. Но в глубине души Усара всегда надеется на необыкновенную жизнь. К счастью для него, он является главным героем этого аниме. Но сейчас идет дождь, а у Усара нет зонта. Злая сторона Усара проявляется во второй раз, когда он подумывает о том, чтобы забрать чужой зонт. Но этот типичный хороший парень решает отказаться от этого, опасаясь начать преступную жизнь из-за 5-долларового зонта. Это оказалось довольно глупым решением, так как в итоге ему пришлось ждать несколько часов. Из ниоткуда появляется Сьюзен А и объясняет, что все студенты должны уйти. Этого парня действительно легко забыть, так как он решает просто сбежать домой под дождем, но Сьюзен А останавливает его. Со стороны студенческого совета было бы некрасиво просто смотреть, как он мокнет под дождем, как неудачник. Поэтому приходит Казуки и одалживает ему свой запасной зонтик. Усада был уверен, что Казуки даже не подозревал о его бесполезном существовании, и еще больше удивился, когда Казуки показался ему хорошим парнем. Они предложили всем вместе пойти домой, и Сюзанне сказала, что должно быть это судьба, что они встретились. Занудный Усада сразу же переключается на видеоигры, когда он думает об этом моменте, как о внезапном возвращении домой с двумя самыми популярными детьми на школьном мероприятии. Он чуть не испортил этот чудесный момент, сказав, что все в школе будут завидовать, но, к счастью, они не услышали его совершенно неловкий комментарий. Во время их небольшой прогулки Усада говорит Казуки, что он не ожидал, что тот будет таким милым, потому что он только и видит, как этот плейбой задирает дам. Казуки разговаривает с девочками только из жалости, а Сюзан поджаривает его, говоря, что ему все равно больше нравится общаться с мальчиками. Сюзанна еще более неприступна для нашей застенчивой главной героини, поскольку она лучшая в своем классе по всем предметам и великолепна во всех видах спорта. Усада восхищается ею еще больше и подчеркивает, что она прекрасна и внутри, и снаружи. Усада, ведя себя как какой-то тупой репортер-сплетник, в конце концов выходит и спрашивает, встречаются ли они, ведь все в школе только об этом и говорят. Прогулка становится довольно неловкой, но они объясняют, что проводят так много времени вместе только потому, что состоят в школьном совете. Усара извиняется за невероятно глупый вопрос, который ему определенно не следовало задавать, но Сьюзен А не возражает, потому что это лучше, чем говорить у них за спиной. Их невероятно увлекательный разговор продолжается, пока все трое обсуждают, чем они будут заниматься, когда закончат школу. Ни у кого из этих болванов пока нет плана. Сузуни уже учится на 3-м курсе, но у нее огромная проблема. Она до сих пор не нашла то, чем хочет заниматься, и она сразу же достигает любой цели, которую ставит перед собой. Как бы предвещая то, что вот-вот произойдет, Сузуни объясняет, что чувствует себя чужой в этом мире, и Усада шокирован. Эти двое совершенно противоположные люди, но он понимает это чувство. Этот скучный разговор заставляет меня желать, чтобы Траккун тоже нанес им визит. Но все они замолкают, когда два члена студенческого совета слышат звон колокольчиков. Звон становится все громче и громче, но Усара ничего не слышит. Как только Усара подходит к остальным, на земле появляется магический круг, и он задается вопросом, не является ли это вратами в другой мир. Вместо того, чтобы испугаться, Сузуни выглядит как психопатка и задается вопросом, думает ли Исада, что они найдут магию, монстров и героев в этом другом мире. Усада шокирован тем, что она увлекается подобными вещами, но время вышло и их забрали. Усада в конце концов просыпается и обнаруживает, что они сидят перед королем. Мальчики по праву напуганы и осторожны, но что-то не так с мозгом Сюзанны, поскольку она испытывает только возбуждение. У короля Джерквада самое простое имя на свете, и он представляется как Ллойд. Кадзуки хочет пропустить представление и хочет знать, зачем Ллойд привел их сюда. Ллойд удерживает своего вспыльчивого охранника от того, чтобы порезать Казуки на куски за его неуважение, и показывает, что он король, как будто это и так не было до боли очевидно. Дети все еще шокированы этим, за исключением Сьюзен А, которая наслаждается жизнью. Затем Ллойд рассказывает, что они были призваны стать героями и воплотить в жизнь все мечты Сьюзен А. 2 года назад на этот мир напал король демонов и его армия. Им удалось прогнать их, но сила повелителя демонов растет. В качестве последнего средства они призвали опытных личностей из другого мира, которые могут противостоять повелителю демонов, используя запрещенный ритуал, известный как призыв героя. Усата пытается напомнить взволнованной Сузуни, что у них серьезный разговор, и Казуки сходит с ума. Ему плевать на героев и повелителей демонов. Он просто в ярости от того, что их вызвали без согласия. Он отказывается быть иссякаем, так как он не главный герой, и требует, чтобы их отправили обратно в их мир. К несчастью для этого второстепенного персонажа, призыв героя работает только в одном направлении, поэтому они не могут вернуться назад. Кадзуки все еще хочет вернуться и вернуть всех дам домой, но король приносит извинения, так как они отчаянно нуждаются в помощи. Марафон нытья Кадзуки вынуждает охранников наконец утихомирить его, угрожая превратить из второстепенного персонажа в несуществующего. Усару успокаивает вспыльчивого
незнакомого парня, и король шокирующе склоняется перед ними. Он обещает, что в конце концов вернет их обратно, но просит, чтобы эти герои помогли ему в это время. Сузуни наконец-то перестала фанатить из-за того, что она иссякай, и задается вопросом, почему король называет их героями, ничего о них не зная. Какой-то маленький придурок по имени Уэлчи объясняет, что призыв героев предназначен для отбора выдающихся личностей. Она объясняет, что звон колоколов перед призывом указывает на то, что они герои. На самом деле это довольно плохая новость для нашего мальчика Усада, так как он был единственным, кто не слышал звона, и он задается вопросом, не случайно ли его привели сюда. Затем Веджи подводит его к хрустальному шару, который измеряет их магические способности. Кадзуки задается вопросом, действительно ли Усада не против этого, но с нашим мальчиком все в порядке, так как Уэлчи сказал ему, что он может использовать магию, даже если он не герой. Кадзуки считает, что Усада должен быть более расстроен, но наш мальчик не такой плаксивый маленький слабак, как он. И он указывает, что им следует стараться быть похожими на чрезмерно взволнованную Сюзану. Она первая, кто прошел испытание, и цвет кристалла указывает на ее склонность к магии грома. Как будто этого недостаточно, у нее также есть тонна маны. Сузуни не может быть счастливее, и теперь настала очередь Казуки. Этот парень едва прикасается к этой штуке, и Веджи удивляется, когда кристалл становится белым. Это магия света, и Сузуни уверена, что это означает, что он может стрелять лазерными лучами из своих глаз, или, что еще лучше, он может использовать мечи, сделанные из света. Усада указывает на то, что Казуки не такой слабак, как она, и, вероятно, понятия не имеет, о чем она говорит, но она ругает его за острый язычок. Сузуни понимает, что ей нравится его язычок таким образом, и идеальный образ Усада Сьюзен разрушается каждый раз, когда она говорит. Ну что же, она объясняет, что магия света невероятно редка, и мало кто может ее использовать. Свет отталкивает зло, поэтому его сила не имеет себе равных в борьбе с демонами. Планка была поднята довольно высоко к первой паре, но теперь настала очередь нашего главного героя. Усара надеется, что у него будет хотя бы капелька силы, так как этот скромный ребенок просто надеется помочь Сузуни и Казуки любым возможным способом. Он радуется, когда его кристалл действительно меняет цвет, и все думают, что это успокаивающий цвет. Однако взгляд на Уэлчи рисует совершенно иную картину, поскольку она шокирована этим изменением цвета и мгновенно утаскивает Усада прочь, не замечая ничего вокруг. Уэлчи срочно отводит его к королю и объясняет, что двое других обладают большими способностями, однако она находится там по поводу чего-то более важного. Король весело смеется, шутя о том, что Усада имеет склонность к темной магии, но этот болван замолкает, когда она рассказывает, что кристалл-шарик стал зеленым. Охранники даже были шокированы, и когда она наконец начала объяснять, что это значит. Король Ллойд остановил ее, так как он даже не хотел, чтобы она произносила эти слова, и Усада начал задаваться вопросом, действительно ли его магическая близость настолько сильна. Наш мальчик просто должен оставаться в замешательстве, поскольку король быстро требует, чтобы Усада забрали из замка как можно быстрее. Они пытаются придумать самое безопасное место для его отправки, и Усада задается вопросом, действительно ли он так опасен. Он спрашивает, обладает ли кто-нибудь еще такой же магией, и так уж случилось, что там оказался еще один человек. Это некая девочка, но король даже не хочет, чтобы произносилось ее имя. К несчастью для короля Труса, эта девочка врывается в дом. Все невероятно напуганы, когда мы узнаем, что ее зовут Роза, и она хочет знать, были ли призваны герои. Король действительно надеялся, что она возьмет выходной, но Роза никогда бы так не поступила. Она спрашивает, герой ли Усада, но король Ллойд объясняет, что он просто какой-то ботаник, который случайно телепортировался туда. Этот парень отчаянно пытается скрыть правду и говорит ей, что Усада совершенно обычный человек. Роуз представляется Усада капитаном спасательной команды королевства, но наш мальчик считает, что эта сердитая цыпочка больше похожа на тех, кто отнимает жизни, а не спасает их. Веджи, возможно, просто гений, потому что она разруливает ситуацию и предлагает отвести Роуз к настоящим героям в хрустальную комнату. К сожалению, Усада идиот, который не умеет читать комнату и спрашивает короля, что означает его кристалл зеленого цвета. Роза все еще находится на расстоянии слышимости, так что все в ужасе от того, что сейчас произойдет. Усада подтверждает, что его мяч зеленый, а Роза говорит королю, что она одолжит мальчика. Король решает, что он должен действовать быстро и срочно приказывает Уэлчи забрать у нее Усада. Веджи использует какую-то магию мыльных пузырей, чтобы быстро вытащить его оттуда, но Роза тут же бросается за ним. Уэлчи отправляет нашего негероя высоко в небо, но Роза почти сразу же добирается до него. Она невероятно могущественна, так как разрушает пузырь и быстро захватывает Усада. Все застыли с открытыми ртами от шока, как стайка рыбок Гуппи, а Роза говорит королю, что она превратит мальчика в полноценного пользователя целительной магии. Веджи не может справиться с тем, что произойдет дальше, поэтому она падает в обморок, и король умоляет Розу остановиться. Он знает, что она искала других пользователей целительной магии, но он пытается объяснить, что Усада действительно оказался втянут в это случайно. Его бесполезные слова полностью игнорируются, так как эти двое уже ушли. Вернувшись в замок, бесполезные новые друзья Усада все это время просто сидели сложа руки, но были шокированы, узнав, что Усада забрали. Ну что же, Джи объясняет, что его жизнь не закончится, но это все равно очень плохая новость. Его отвезли в спасательную
спасательную команду сразу за городом-замком. Люди, использующие магию исцеления, встречаются крайне редко, и сумасшедшая леди, которая забрала его, одна из них. Она намерена обучать Усада как своего подчиненного. Как бы сильно Сюзанна не напрягала свои тупые мозги, она не может понять, в чем проблема. К счастью, Веджи объясняет ей это так, словно она совсем маленькая, и показывает, что методы обучения Роуз крайне неортодоксальны. На своей базе Роуз объясняет, что Усада обладает потенциалом только для того, чтобы стать пользователем магии исцеления, поэтому она привела его в спасательную команду. Это будет его дом, и она призывает своих мальчиков. Усада в ужасе от этих экстремальных парней, и Роуз говорит им, что они будут присматривать за ним. Она велит им вести себя хорошо, но эти парни выглядят как сумасшедшие и представляются. Усада опасается худшего в любой возможной ситуации, так как задается вопросом, действительно ли он является своего рода подношением, и его приносят в жертву этим монстрам. Роза говорит им, чтобы они не пугали Усада, но она самая страшная из всех. Мальчики пытаются объяснить, что это из-за того, что они такие милые, но Усада не думает, что эти скоты знают, что значит быть милыми. Роуз объясняет, что хотя эти мясные головы и являются ее подчиненными, они не используют магию исцеления. В команде спасателей есть еще 2 пользователя магии исцеления, но они обычно работают в другом месте. Пришло время перейти к делу, поэтому Роуз объясняет, что она будет внедрять знания о том, как использовать магию исцеления глубоко в его крошечный мозг. Усада, кажется, находится в постоянном состоянии недоверия, поскольку каждая клеточка его существа говорит ему держаться подальше от этого сумасшедшего человека. Усада использует свой воскресный утренний церковный голос, чтобы спросить, может ли он учиться у другого учителя, но Роуз игнорирует ботаника и говорит ему, что обучение начинается завтра. Она велит грубияну по имени Тонг позволить Усада остаться в его комнате и велит им поужинать, прежде чем отправляться отдыхать. Эти парни сталкиваются с жестокой реальностью, когда она уходит, и говорят ему, что он облажался. Роуз будет тренировать его сама, и она заставит его пройти через ад. Они говорят, что ад может быть наименьшей из его забот, и они встречаются, чтобы посмеяться над нашим негероем. В ту ночь Усара задается вопросом, что с ним будет дальше, но в конце концов он проявляет немного оптимизма, так как уверен, что все будет хорошо. Однако он может ошибаться, поскольку мы видим, что даже Роза не знает, что произойдет. Когда Усада просыпается, он объясняет, что надеялся, что все это было сном. К сожалению, это не так, и он действительно находится в другом мире. Сузуна и Кадзуки приезжают навестить его, так как узнали, что он был похищен. Усара говорит им, чтобы они не волновались, но у него посттравматический стресс, возникший накануне. И он впадает в настоящую депрессию, когда вспоминает, что сегодня он начнет тренировку с нуля. Он полон решимости довести дело до конца, так как хочет быть полезным. Сузуни объясняет, что они тоже начнут тренироваться, и все они решают сделать все, что в их силах. Когда они покидают нас, Усада чувствует себя немного неловко из-за того, что они оказались в такой ситуации, но быстро вспоминает, что Сузуни проводит лучшее время в своей жизни. Несмотря ни на что, Сусада просто надеется стать достаточно сильным, чтобы однажды поддержать 2 героев. Мисс Роуз пугает нашего мальчика, но она указывает, что это не тюрьма, и он может встречаться с кем пожелает. Однако это относится только к тому времени, когда он не тренируется. Она дает ему дневник, чтобы он мог записывать свой ежедневный режим тренировок и свои чувства по этому поводу. Они будут завтракать 1 числа, и Усада не может поверить, что адские тренировки действительно начнутся прямо сейчас. После завтрака начинается тренировка, но Усада не думает, что на самом деле все так плохо. Роуз просто заставляет его почувствовать ману в своем теле и говорит ему поработать над ее вытягиванием. Сейчас ему нужно усовершенствовать это ощущение, поэтому она просит его немного почитать. Усада потрясен, увидев, что он может читать на языке этого мира, и это потому, что на вызванных героев автоматически накладывается магия перевода. Рох показывает, насколько близко территория демонов находится к королевству, и объясняет, что именно поэтому они всегда являются первой целью демона. В этой книге содержится много информации о демонах и других расах в этом мире, поэтому она оставляет его, чтобы он немного изучил ее. Первый день обучения показался ему довольно легким, так что он уверен, что справится с этим. Второй день обучения отличается гораздо больше, чем он ожидал. Приходится много бегать, и он задается вопросом, действительно ли это и есть суть магических тренировок. На 3-й день Усу заставляют бегать до тех пор, пока его мышцы не начинают болеть так сильно, что он не может двигаться. В конце концов он падает в обморок, но Роуз задается вопросом, что по его мнению он делает. Усу объясняет, что его ноги больше не двигаются, но она дает ему хорошую затрещину, и он потрясен, осознав, что она вылечила его больные мышцы. Роза поддерживает интенсивность, называя нашего мальчика мусором и приказывая ему продолжать бег. Она говорит ему бежать так, будто он вот-вот умрет, и она оживит его, чтобы он мог продолжать бежать. Усада знает, что не может сказать ей, как безумно она звучит, поэтому он планирует записать это в своем дневнике. На 4-й день Усада начинает тренироваться с другими участниками, но в итоге отстает на целый круг. Все ругают его за то, что он отстал, но он не может ответить, поэтому решает, что ему придется записать это в своем дневнике. 5-й и 6-й дни были более насыщенными, когда Роза заплетала ему косички. Внутри Усада нарастал гнев, и он снова
планировал устроить Розе ад в своем дневнике. Именно в этот момент Усада был потрясен, увидев свет исцеляющей магии на своей руке. Тренировка довольно тяжелая, но не настолько, чтобы нуждаться в исцелении, так что это проходит само собой. На 7-й день Усада бежал до тех пор, пока ему не показалось, что он снова умрет, и Роуз избила его. Она кажется более злой, чем обычно, так что Усада задается вопросом, узнала ли она, что он оскорблял ее в своем дневнике. Он понимает, что она не умеет читать по-японски, и задается вопросом, может ли она просто по выражению его лица понять, что он говорит в своем маленьком дневничке. Роза запускает его в небо, чтобы он снова мог бегать, а Усада клянется назвать ее злобной гориллой в своем дневнике. Каждый день проходит примерно так же, но на 9-й день Усада осознает необходимость исцелить себя. Он с удивлением обнаруживает, что ему удалось исцелить все свое тело, а не только ту часть, которая болела. Усада понимает, что ошибался насчет магии исцеления, и на самом деле она ему действительно нужна. На 10-й день Усада объясняет, что он больше не устает, сколько бы он ни бегал, так как теперь может применять магию исцеления по команде. Однако в конце концов он начинает беспокоиться, так как все, что он делал, это бег. Усада сомневается, сможет ли он помочь своим друзьям такими темпами. Но он знает, что Роуз просто ударила бы его прямо по его глупой физиономии, если бы он попытался высказать ей свои опасения. Роуз, все равно расстроенный, дает Усара пробежать еще 30 кругов. Усара мысленно решает больше не называть ее мисс Роуз, потому что она не заслуживает большего, чем просто называться Розой. На 11-й день в тренировочный режим добавляется новое упражнение отжимания. Усада поднимается до 800, и Роуз наконец объясняет, почему Усада тренируется именно таким образом. Это делается для того, чтобы он мог как можно быстрее убегать от своих врагов в бою. Так он сможет спасти своих раненых союзников. Она объясняет, что чем быстрее он бежит, тем быстрее он может спасти их. На 12-й день он бегал до полудня, а потом всю ночь отжимался. На 13-й день Роуз заметила, что Усада начинает чувствовать себя легче, и добавила веса. На 14-й день у Усада пропал обед, и одна из мясных голов призналась, что съела его. Усада теряет самообладание и в конце концов наносит ответный удар. Он уже привык к весам и наконец начинает осваиваться на тренировках. Неделю спустя друзья Усада пришли навестить его и были потрясены, увидев, как сильно он изменился за такое короткое время. Этот парень делает несколько действительно интенсивных отжиманий, и Роуз говорит ему, чтобы он не ныл из-за того, что делает что-то настолько легкое. Усада на самом деле ни капельки не ноет и даже заходит так далеко, что говорит, что отжиматься с ней на спине легко, потому что она такая легкая. Роуз забавляет его рис, и она бросает ему на спину еще один камень. Усада настроен чрезвычайно решительно, поэтому его тело восстанавливается, и он может завершить отжимание. Роуз довольна его прогрессом и решила, что сможет доставить его в определенное место раньше, чем она думала. Сузуни поражена недавно развитыми мышцами нашего мальчика, а Кадзуки признает, насколько жестокими были тренировки. Какой-то чувак по имени Сиглус очень зол на Роуз, так как считает, что она уничтожает Асада. Роуз говорит ему, что она делает все совсем не так, как рыцари, и она превращает Асада в свою правую руку. Ей нужно, чтобы он усердно тренировался, так как будет проблемой, если он даже с этим не справится. Усада удивлен, услышав, что она хочет видеть его своей правой рукой, и она объясняет, что это потому, что ей нравится, что он просто терпеть не может проигрывать. Он никогда не сдается, и что самое главное, он смог пережить ее обучение. Усада понимает, что его желание преподать ей урок обернулось худшими последствиями, и Роуз говорит ему сделать перерыв. Друзьям говорят пойти отдохнуть с какой-то цыпочкой по имени Селия, а Сиглас говорит Роуз, что ему приказали повторно включить ее в список. Он отказывается делать это сейчас, но Роуз говорит, что это все равно не имеет значения, так как ее правый глаз совершенно бесполезен. Во время обеденного перерыва Усада узнает, что Сиглас командует армией королевства. Он самый сильный рыцарь в королевстве, и именно он учит друзей Усада сражаться на мечах. Усада только сейчас осознает, что Селия принцесса, и извиняется за то, что вел себя так небрежно. Они наслаждаются каким-то пирогом, и Кадзуки задается вопросом, действительно ли Усада занимается этим каждый день. Усада говорит ему, что сегодня все было по-другому, но это только потому, что сегодня было легче. Кадзуки объясняет, что их тренировки идут хорошо, но они и близко не такие тяжелые, как у Усада. Сузуни, по-видимому, сошла с ума, так как она прерывает их разговор, чтобы взглянуть на мышцы Усада. Этот чувак сейчас серьезно измотан, но Кадзуки улаживает ситуацию, спрашивая, не слишком ли тяжелы тренировки для Усада. Усада признает, что это было очень тяжело, и он хотел сбежать на первом месте. Роуз такой же страшный, как и всегда, но он больше не хочет убегать. Тренировки действительно начинают приносить ему удовольствие, и он понял, что жизнь там не так уж плоха. Друзья Усара считают его потрясающим, но он просто объясняет, что он упрямый. Однажды им двоим придется поссориться, поэтому он хочет иметь возможность поддержать их. Они все шутят о том, что Сузуни чудачка, а здоровяк, который съел обед Усада, приготовил что-то взамен. Усада явно все еще обижен, потому что он начинает говорить так же, как и все остальные мясные головы, и они начинают спорить. Усада сейчас очень вспыльчивый,
Спор быстро перерастает в драку, и здоровяк обещает нокаутировать нашего мальчика. Усада хотел бы посмотреть, как он попробует, и они оба начинают махать руками. Селия задается вопросом, можно ли просто понаблюдать, и Кадзуки говорит ей, что все в порядке, поскольку теперь это, похоже, стало частью повседневной жизни Усада. Усада явно очень быстро акклиматизировался, поэтому Кадзуки решает, что ему нужно вернуться к тренировкам, чтобы не отстать. Сузуни тоже готовится к поездке, но теперь понимает, что все трое, должно быть, пришли в этот мир не просто так. В ту ночь Усада наслаждался ванной и думал о том, как ему лучше контролировать свое запястье, чтобы Сузуни снова не потеряла самообладание. Усада понимает, что она права, его тело сильно изменилось. Он снова и снова восстанавливал свои мышцы после того, как повредил их в результате этого напряженного упражнения. В результате он весь изодран в клочья. Однако его работа будет заключаться в спасении людей на поле боя, и он сомневается, хватит ли у него душевной стойкости, чтобы соответствовать телу, которое он построил. На следующее утро Роза сообщает Усада, что у них будет свидание, и другой парень, кажется, обеспокоен тем, что этот день настал. Охранник у ворот чуть не обмочился, когда Роза сообщила ему, что хочет показать своему подчиненному внешний мир. Он побежал открывать ей ворота, а Усада подумал о том, что все, что ей нужно сделать, это постоять там и напугать кого-нибудь. За воротами Усада хочет знать, куда они направляются, но Роза велит ему держать рот на замке и следовать за ней. В конце концов они прибывают в лес, известный как Тьма Лингера. Он печально известен тем, что там полно монстров. И она шокирующе говорит Усара не возвращаться, пока он не выследит огромного гризли. Усара думает, что произошло недоразумение, поскольку он напоминает ей, что голубые гризли превращаются в больших гризли только после того, как прожили 100 лет. В книге, которую он прочитал, даже говорилось, что только голубые гризли чрезвычайно опасны. Роуз объясняет, что он должен быть в состоянии легко справиться с одним из них, но Асадо указывает, что все это время он только бегал и понятия не имеет, как драться. Роза не дает ни единого слова объяснения и просто подталкивает его в сторону леса. Усада начинает падать с неба, и он впадает в панику, так как наверняка не выживет. Однако именно в этот момент его тело начинает светиться от его исцеляющей магии. Усада находит в себе решимость выжить, несмотря ни на что, поэтому он использует свою исцеляющую магию, чтобы подготовиться к удару. Усада не может поверить, что он выжил, и он исцеляет себя, чтобы сделать то, что сказала ему Роза. Он не сможет вернуться назад, пока не сделает этого, поэтому он старается относиться к этому хорошо. Он убеждает себя, что это не должно быть слишком сложно, так как это всего лишь двухметровый медведь, но он ошеломлен, когда тот появляется у него за спиной. Эта тварь намного больше, чем он думал, и даже когти у нее огромные. Усада начинает немного сомневаться, что медведь не сможет угнаться за ним по скорости, но быстро понимает, что это возможно. Усада напоминает себе, что ему удалось пережить адские тренировки, и этот маленький плюшевый мишка – ничто по сравнению с Розой. Усада неожиданно поворачивается лицом к медведю, но у Винни-Пуха, больного бешенством, есть запасной вариант. Усада снова спасается бегством, но называет медведя трусом за то, что тот напал на него. Как раз в этот момент Усада слышит шум водопада неподалеку и прыгает в него, чтобы спастись. У медведей нет другого выбора, кроме как оставить свою добычу, и Усада использует это время, чтобы собраться с силами. Все, что у него есть, это немного еды, фляга и нож, поэтому он хотел бы, чтобы Роза дала ему что-нибудь, из чего он мог бы хотя бы развести огонь. На данный момент уничтожение огромного гризли начинает казаться невозможным, но он оставит эту удручающую задачу на завтра. Усада просто рад, что пережил первый день и спит в куче листьев. На следующий день Усада отправляется на охоту и решает, что ему нужно побольше узнать о своем враге. Во-первых, ему нужно узнать, где он живет, и он находит несколько царапин на дереве. Как раз в этот момент Усада готовится к битве всей своей жизни, когда слышит шорох в кустах. Но оказывается, что это всего лишь невинный маленький кролик. На самом деле это монстр, похожий на кролика, и похоже, он ранен. Усада лечит это существо и ведет себя как кроличий шептун, говоря ему, чтобы он был осторожнее. Усада продолжает охоту, но кролик следует за ним. Он пытается объяснить, что ищет опасного монстра, поэтому ему следует уйти, но глупый маленький кролик не слушает. Эта штука просто не хочет оставлять его в покое, поэтому он начинает задаваться вопросом, не пытается ли кролик показать ему, где находится великий гризли. Уздо следует за маленьким мальчиком, и тот попадает прямо к медведям. Адоу планирует следить за ними, оставаясь незамеченным, и замечает, что они, похоже, являются одной семьей. Адоу делает перерыв, чтобы набрать немного грязной воды, к которой он относится немного скептически, и он потрясен, увидев, что кролик все еще не ушел. Он возвращается, чтобы продолжить наблюдение, и ему начинает казаться, что голубые гризли довольно милые. Его друг-кролик тоже очень милый, так что он начинает думать, что жизнь в лесу довольно хороша. Однако это чувство не продлится долго, так как вода, которую он выпил, оказывает серьезное воздействие на его желудок.
желудок. Его исцеляющей магии требуется целая вечность, чтобы он почувствовал себя лучше, поэтому он решил, что по сути был отравлен водой. Через день верный друг Усада, кролик, показывает ему, где есть немного чистой воды, и она очень вкусная. С кроликом Бага что-то не так, и похоже, это из-за приближающегося монстра. Маленький кролик даже не испугался большого гризли, так что бы там ни приближалось, оно должно быть действительно опасным. В темноте слышен шум, и Усада в шоке, когда появляется гигантская змея. Он в ужасе от этого невероятного чудовища и говорит, что в книге, которую он читал, ничего подобного не было. Даже ничего не зная об этом, Усада может сказать, что это опасное существо, и жажда крови сочится из каждого его дюйма. Когда оно уходит, Усада наконец снова может дышать, и он решает сделать приоритетной задачу избежать этого. Проходит еще 4 дня, но Усада не может избавиться от неприятного чувства, которое у него возникает. Он наблюдал за медведями, но с ними ничего не изменилось, и он не может вернуться домой, не победив великого гризли. Усара рано или поздно должен это сделать, поэтому он говорит себе, что сделает это завтра. Наступает следующий день, но маленький кролик не хочет, чтобы он уходил. Усара сдается и решает остаться, но только до тех пор, пока не прекратится дождь. Когда дождь закончится, Усада приступит к выполнению своей миссии и не позволит Банни остановить его. Усада готовится к битве, но он совершенно ошеломлен, когда обнаруживает, что жизни медведей уже отняты. Следы укусов на медведях дают понять, что это сделала змея, но не для того, чтобы съесть. Она забрала их жизни ради забавы. Бедный медвежонок выбирается из-под обломков и пытается разбудить свою маму. Усара думает о том, как сильно он ненавидит проигрывать, особенно Роуз. Вдобавок ко всему, он ненавидит тот факт, что у него украли добычу. Когда маленький медвежонок плачет в агонии, Усада заявляет, что больше всего он ненавидит то, на что смотрит прямо сейчас. Он говорит медвежонку, чтобы тот просто ждал прямо здесь, и клянется отомстить за это. Друзья Усада пришли навестить его, но были шокированы, узнав, что он тренировался в лесу 10 дней подряд. Они думают, что это слишком долго для тренировок на открытом воздухе, но ребята объясняют, что все решения принимает Роуз. Но Роуз там нет, так что эти никчемные ребята понятия не имеют, что происходит. Кадзуки действительно беспокоится за Усада, но Сузуни считает, что с ним все должно быть в порядке, так как Роуз не отправила бы его, если бы он не был готов. Кроме того, Сьюзан верит в Усада и уверена, что он скоро вернется. Вернувшись в лес, наш мальчик подкрепляет свой организм кое-какими закусками и делает копье. Он просит своего маленького кролика отвести его к змее, но обязательно проинструктируйте его, чтобы он сразу же убежал. Кролик берет его с собой в долгое путешествие по лесу, и в конце концов они вдвоем находят змею. К сожалению, она нападает на маленького медвежонка, и Усада расстроен, так как он велел ей оставаться дома. На эту змею просто страшно смотреть, но Усада настаивает, что нет ничего страшнее розы. Усада думает, что змея выглядит растерянной, когда начинает атаковать, но это не так, и она чуть не съедает его. Усада наносит ей ответный удар в глаз, но его отбрасывает назад, и он должен исцелить себя сам. Усада умудряется ослепить ее с одной стороны, поэтому он решает, что именно с этой стороны ему придется атаковать. Однако эта змея безумно опасна, и ей быстро удается укусить нашего мальчика за руку. Усада испытывает сильную боль, и он потрясен, осознав, что змея заманила его в ловушку, заставив напасть на свою слепую зону. Усада был в ярости от того, что его обманули, но он показал, что в руке у него был нож. Усада сумел вылечить свою руку настолько, что она смогла двигаться и нанести удар змее изнутри ее пасти. Усада каким-то образом удается держать себя в руках, но ситуация принимает действительно плохой оборот, когда он понимает, что его отравили. Это очень нечестный бой, так как змея огромная и ядовитая, но у Усада есть преимущество в том, что он может исцелить себя сам. Отравление водой заставило его научиться исцелять себя изнутри. Усада поступает именно так и готовится к новой атаке. Эта змея собирается покончить с собой одним взмахом хвоста, но маленький детеныш приходит на помощь. У этих двоих сразу же получается отличная командная работа, так как медведь позволяет Усада спрыгнуть с его спины, чтобы он мог забраться на змею сверху. Усада использует несколько нецензурных выражений, называя змею глупой, и ему каким-то образом удается нанести безумно мощный удар. Усада полон решимости закончить битву прямо сейчас, поэтому он вонзает копье глубже в голову змеи. Он кричит, вкладывая в удар все, что у него есть, а медвежонок помогает ему, прижимая змею к земле. Змея в конце концов побеждена, и Усада не может поверить, что они действительно это сделали. Медведь, похоже, проникся симпатией к Усада, и он рассказывает, как они отомстили. Он хотел бы вылечить маленького медвежонка, но он тратит всю свою ману на нейтрализацию яда в своем теле и не может даже пошевелиться. Это действительно плохая новость, потому что он в шоке, когда змея поднимается на ноги. Усада не может сдвинуться ни на дюйм, поэтому маленький детеныш пытается ему помочь, но Усада просто велит ему убегать. Змея приближается, чтобы покончить с ним, и Усада думает обо всех людях, которые были в его жизни. Он решает, что во всей этой ситуации виновата Роза, и кричит, что она жестокая людоедка.
Как раз в этот момент этот жестокий людоед спускается с неба и с размаху топчет змею. Ее гнев заставляет ее назвать змею идиоткой, когда Усада удивляется, как она догадалась прийти ему на помощь. Роза рассказывает, что ей рассказал кролик по имени Какура. Какура – ее домашнее животное, и она велела ему присматривать за Усада. Усада объясняет, что кролик был ранен и искал помощи, но Роза просто указывает на то, что он простофиля. Какуро подставил шею, чтобы завоевать его доверие, и он попался на эту удочку. Роза всегда была рядом на случай, если ей понадобится вмешаться, но она планировала вмешиваться как можно реже. Однако она никогда не думала, что появится гигантская змея. Эта змея была создана армией повелителя демонов, и Сигласу не удалось прикончить ее во время последнего вторжения. Она никогда не думала, что она сможет победить великого Гризли, хотя они достаточно сильны, чтобы одолеть целое подразделение элитных войск. Усада не может поверить, что она хотела, чтобы такой новичок, как он, победил ее, и думает о том, какой же она монстр. Роуз объясняет, что на самом деле она никогда не ожидала, что Усада победит, и целью было, чтобы он набрался опыта в борьбе с кем-то, кто намного сильнее его. Однако с Усада все стало интереснее, поэтому она решила позволить ему продолжать и посмотреть, что из этого выйдет. Усада быстро замечает, что он чуть не лишился жизни, а его маленький детеныш поддерживает его. Он явно проникся к нему симпатией. Юн Усада помнит, что его родителей больше нет в живых, так что он совсем один. Усада уговаривает своего нового приятеля успокоиться, и Роуз понимает, что была права, Усада очень похож на нее. Она сердито сообщает медведю, что он пойдет с ними и понесет неудачника, который даже не смог расстаться с жизнью должным образом. Усада задается вопросом, действительно ли детеныша все устраивает, но это взрослый медведь, и он готов к выходу. Они готовятся к возвращению, но Усада не может не думать о том, как страшна Роза, когда она несет его и медведя на плече. Роза говорит, что слышала, как он сказал, что она людоедка. Затем она пугает своего мальчика, объясняя, что он не сможет заснуть сегодня ночью. Они отправляются домой, и Роуз рассказывает, что Усада на самом деле успешно прошел тест. Усада удивлен, услышав, что теперь он имеет право на что-то, и Роуз объясняет, что теперь он имеет право стоять рядом с ней на поле боя. Он все еще не овладел основами, но у Усада определенно есть все необходимое. У него есть способность противостоять боли, физические данные и крепкое психическое состояние. Два других целителя никогда не удостаивались такого отличия, поэтому она говорит Усада, что он должен гордиться собой. Усада задается вопросом, что она имеет в виду, когда говорит, что у них может получиться, и он шокирован, когда Роза сообщает, что армия демонов скоро нападет. Где-то в другом месте повелитель демонов интересуется, как идут приготовления к вторжению в королевство лентяев. Амила, командующий Третьей армией, сообщает, что их подразделения закончили подготовку к битве и скоро начнут наступление. Роуз рассказывает, что Усада будет на передовой вместе с ней лечить раненых, а он будет в авангарде. Есть еще два целителя, но они играют другую роль. Усада уверен, что он не может использовать магию исцеления так, как она, но Роза указывает, что у них еще есть немного времени. Она хочет, чтобы он поправился до этого, и Усада задается вопросом, действительно ли он сможет это сделать. Вернувшись к повелителю демонов, он объясняет, что Айла возглавит армию. Несмотря на их предыдущий успех, королевству Лингер и раньше удавалось ускользать от них. Эйла клянется сделать все возможное, чтобы выиграть битву, и ее увольняют. Именно в этот момент доктор Демон высмеивает Эйлу за то, что она нервничает перед повелителем демонов. Эйла ненавидит этого зануду и говорит ему сосредоточиться на своей работе. Его зовут Хиралуки, и он рассказывает, что только что закончил разработку новейшего прототипа монстра, созданного демоном. Он очень ядовит и имеет большое тело с острыми клыками. Он называет это чудовище, созданное демонами, прототипом 72 Балджанак. Вот здесь последний прототип Люка пропал без вести, когда они в последний раз атаковали королевство Лингер. Он убежал после того, как был ранен врагом, известным как Сиглас. Здесь Люк обещает, что этот прототип намного сильнее, и Амила надеется на это, поскольку в королевстве Лингер есть люди, доставляющие гораздо больше хлопот, чем Сиглус. Они называют этих людей похитителями, теми, кто стоит на поле боя, но не сражается. Они уносят своих раненых так, что враг даже не замечает этого, и таким образом сводят к минимуму свои собственные потери. Их босс – целитель, который курсирует по всей линии фронта, исцеляя людей на месте. Мы видим, что это Роза, и она приводит Эмилию в бешенство. Это потому, что Роза первоклассный боец, и она затаила глубокую обиду на повелителя демонов. Амила клянется уничтожить ее, но герой Люк указывает, что на этот раз она не может пойти в бой сама,
так как теперь она командир. Она прекрасно понимает, почему планирует послать определенного демона, бессмертного мага тьмы, черного рыцаря. Вернувшись домой, мы видим, что Усада наконец-то снова может наслаждаться комфортом постели. Он идет покормить своего маленького приятеля-медвежонка фруктами и перекусить сам. Маленький медвежонок ведет себя как придурок, когда берет яблоко Усада, и Усада обнаруживает, что предатель тоже там. Этот кролик играл со своим чистым и невинным сердцем, поэтому он перестал думать о том, как это мило. В конце концов он поддался очарованию кролика и скормил ему немного фруктов. Пришла Роза, и ее позабавило, что Усада назвал медвежонка Блурином. Название «синий» происходит от слова «гризли», потому что его цвет синий. Этот ребенок совсем запутался, так как он думает, что это хорошее имя, и Блурин случайно кусает его за руку. Роза сообщила королевству о медведе, поэтому им разрешили оставить его у себя. Роза разрешит ему остаться там, но сообщит Блурину, что ему придется зарабатывать на свое содержание. Блурин боится ее так же, как и все остальные, и Усада задается вопросом, что она заставит его сделать. Несколько мгновений спустя мы видим, что она задумала, когда Узара несет Блурина на руках. Это будет его имитационная тренировка, и Узара должен думать о медведе как о ком-то, кого нужно спасти. Роуз заставляет его начать бегать, но для нашего мальчика это легкий ветерок. По сути, это просто бег с чуть большим весом, так что пока он управляет своей маной, с ним все будет в порядке. Роза требует, чтобы он бежал быстрее, так как раненый не протянет долго. Как раз в этот момент из ниоткуда появляется Тонг, а за ним еще одна мясная голова. Они гонятся за ним и рассказывают, что Роуз велела им смоделировать поле боя. Остальные тоже поджидают его, чтобы устроить засаду, поэтому они говорят Усада оставаться сосредоточенным. Час спустя Усада уворачивается от специальной вонючей воды мясной головы и избегает атак какого-то другого парня. 3 часа спустя он перепрыгивает через бревна, а еще через 4 часа ему удается не наступить на предателя. В конце концов Усада начинает чувствовать себя странно и задается вопросом, что с ним происходит. Он падает в обморок, и Роуз объясняет, что на поле боя его выносливость на пределе. Люди чувствуют изнеможение от нервозности, страха и нетерпения. Вот почему у него закончились силы быстрее, чем обычно. Чтобы ему стало лучше, все, что он может сделать, это привыкнуть к этому. Приобрети силу духа и решительность, которые никогда не поколеблются перед лицом страха. Роза вылечила его, но велела ему провести остаток дня, бегая по замковому городу. Усада в шоке от того, что ему приходится делать больше, и Роза напомнила ему, что нужно носить с собой Блурин. Пока он бежал, все были потрясены, увидев синего медведя. Усада ожидал этого, потому что, несмотря на то, что Блурин дружелюбен, он все равно монстр. Кажется, люди что-то поняли и стали пугающе спокойными. Размытость приводит нас к тому, что мы покупаем свежие фрукты, но у нашего мальчика нет денег. Усада узнает, что этот зеленый фрукт называется пёфель, и спрашивает продавца, почему все так спокойны, когда он несет на спине монстра. Она объясняет, что это потому, что они знают, что Усада входит в спасательную команду из-за его одежды. Они постоянно видят пугающе выглядящих мужчин из спасательной команды, так что они уже привыкли к этому. Теперь в этом есть большой смысл, потому что если лица этих головорезов их не пугают, то уже ничто не напугает. Милая леди разрешает им бесплатно полакомиться домашними животными, так что размыться и засунуть руку Усада ему в рот. Когда они уходят, какая-то девочка по имени Амака проявляет интерес к мальчику из спасательной команды. Усада решает навестить своих друзей и не замечает, когда какой-то парень пытается привлечь его внимание. Усада в конце концов понимает это и должен вылечить парня. Этого парня зовут Орга, и он говорит, что он один из целителей спасательной команды. Орга удивлен, узнав, что Усада был вызван вместе с героями, и Усада объясняет, что он был так занят тренировками, что почти забыл о себе. Орга впечатлен тем, что Усада способен идти в ногу с тренировками Роуз, поскольку для него и его сестры это было невозможно. Его сестра – другой целитель, и она на 5 лет моложе его. Они управляют клиникой в городе и используют целительную магию для исцеления горожан. Орга упал в обморок раньше, потому что у него ужасно получается лечить себя и гораздо лучше других. Тем не менее, они все еще являются частью спасательной команды, так что в трудную минуту они работают под началом капитана Роуза. Усада задается вопросом, какой будет для них война, поэтому Орга объясняет, что Тонг и другие доставляют раненых солдат в тыл. Именно там он и его сестра лечат их. Этот парень был шокирован, когда Усада сказал ему, что Роуз хочет видеть его в авангарде, и Усада задался вопросом, сможет ли он действительно справиться с этим. Орга объясняет, что рыцари и герои, сражающиеся на передовой, находятся в самой большой опасности. Самоубийца сразу же думает о своих друзьях. Когда они получают ранения и остаются позади, обычно все, что они могут сделать, это ждать смерти. Однако наличие спасательной команды позволяет им спастись. Это опасная и изнурительная работа, но Роза не выбрала бы того, кому не доверяет полностью. Перед уходом Орга просит Усада не слишком сильно ненавидеть Розу. Он знает, что она не самый приятный человек, но он объясняет, что скорее
скорее она просто неуклюжа в общении с людьми. Усада удивляет его, когда признается, что никогда не испытывал ненависти к Роуз. Даже если у него и есть нерешенные проблемы с ней. Когда Усада уходит, Орга выражает облегчение, что Роуз наконец-то нашла кого-то. Приходит сестра Орги, Уру, и он говорит ей, что только что встретил кое-кого интересного. Они скоро встретятся, и он уверен, что понравится Уру. В замок Усада разрешили войти вместе с Блурином, потому что Роза поручилась за него. Усада благодарит охранника и думает о том, как много людей, похоже, доверяют Розе. Усада пробегает мимо группы тренирующихся людей и находит Сузуни. Она рада его видеть, но недоумевает, что это за синяя штука у него на спине. Усада рассказывает ей о своем лесном приключении, но она просто хочет знать, можно ли ей потрогать медведя. Усада позволяет ей это и обещает вылечить, если ее укусят. Сузуни считает себя героиней их маленькой истории, поэтому она уверена, что животные должны любить ее. Однако она сильно ошибается, так как Блурн весело шлепает ее по руке. US Anti-Doping Agency пытается успокоить ее, говоря, что Берн просто стесняется и просит ее попробовать назвать его по имени. Сузуни вежливо просит Блурина подружиться с ней, но вместо этого он просто ест ее руку. На этот раз Усада совсем не помогает ей почувствовать себя лучше и предполагает, что у нее, возможно, испорченная душа. Усада просит Блурина отпустить ее, но Блурен просто начинает есть его руку, и Сузуни задается вопросом, не заражена ли душа Усада. После их небольшого комедийного представления Усада замечает, что руки Сузуни все в ссадинах, и она объясняет, что это из-за того, что она усердно тренируется. Усада напоминает ей, что ей нужно правильно обрабатывать раны, чтобы он вылечил ее. Сузуни поражена и задается вопросом, действительно ли Усада пришел просто повидаться с ней. Усада говорит, что он пришел повидаться со своими друзьями, но это явно не то, что она хотела услышать. Сузуни рассказывает, что Кадзуки отправился за пределы королевства, чтобы набраться опыта в борьбе с монстрами вместе с Сиглусом и другими. Сиглус сообщает Казуки, что повелитель демонов скоро нападет, и на этот раз они наверняка приведут с собой более мощные силы. Однако Сиглус отмечает, что теперь у них есть он и Сюзанна, так что боевой дух войск растет, потому что они герои. Сиглус уверен, что они одержат победу, но Казаки, похоже, сомневается. Однако он берет себя в руки и обещает сделать все, что в его силах. Как раз в этот момент они сталкиваются с какими-то монстрами и готовятся к битве. Когда Казуки вернется, настанет очередь Сузуни набираться опыта. Усада уже сейчас может сказать, что у нее будет лучшее время в жизни, но она хотела бы, чтобы он беспокоился о ней. Усада говорит, что беспокоится, но Сузуни замечает, что на самом деле он, кажется, не это имел в виду, и они весело смеются. Усада уходит, а Сузуни задается вопросом, понимает ли Усада, насколько комфортно ему стало с ней. Пока Усада бежит, он думает о том, что все готовятся к войне, поэтому он хочет быть в состоянии помочь им. В своем старом мире он мог только восхищаться людьми, которые могли делать то, чего не мог он. Однако он уже не такой слабый человек, как раньше. В тот вечер Роуз была рада услышать, что тренировки Усада проходят успешно, но он объяснил, что ему все еще нужно больше бегать, чтобы привыкнуть к этому. Усада не дает ей уйти, так как хочет поговорить о том, что она сказала ранее. Он отмечает, что едва выжил в схватке со змеиным монстром, поэтому он был в ужасе, когда она упомянула армию повелителя демонов. Он не хотел выходить на поле боя, но сегодня он испытал чувство, которое было даже сильнее страха. Теперь он понимает, что может сражаться, но отказывается отнимать чьи-либо жизни. Он клянется спасти всех, кого сможет, и заявляет, что это потому, что он является частью спасательной команды. Это именно то, что Роуз хотела услышать, поскольку они отправляются спасать людей. Его работа заключается в том, чтобы подбирать раненых, которых враг вот-вот прикончит, а также в том, чтобы сохранить жизнь тем, кто находится в запасе смерти, даже если для этого придется рисковать своей жизнью. Роуз хочет, чтобы он продолжал отстаивать эти идеалы, поскольку именно такой должна быть спасательная команда. Это был первый момент, когда Усада по-настоящему почувствовал себя частью спасательной команды. На следующее утро Роза сообщает, что король прислал сообщение. Он хочет, чтобы Усада отправился в путь, чтобы присоединиться к тренировкам Сузуни за пределами замка. Усада удивлен, но мы видим, что Сузуни готова как нельзя лучше. Усада недоумевает, почему он должен присоединиться к Сузуни, и указывает на то, что у Кадзуки были с собой сиглеты. Роза объясняет, что Усада тоже должен был присоединиться к Кадзуки, но он только что вернулся из леса. Она заверяет Усада, что он будет там только в том случае, если им понадобится целитель, и что он должен вернуться домой через 3 дня. Сузуни рада видеть Усада, но еще больше она рада, что Блурен присоединится к ним. Она предполагает, что он привел медведя, чтобы они могли научиться сближаться, но это не так. Усада привел его только потому, что Блурину больше никто не нравится. Затем Сузуни знакомит его с рыцарем Аруку и магом Карином. Усада узнает этого парня, и оказывается, что раньше он был всего лишь второстепенным персонажем, который стоял на страже у ворот замка. Роуз объясняет Сузуни, что целительная магия Усада не всесильна. Она может залечивать раны и избавлять от яда, но не может воскрешать людей из мертвых.
Она говорит им, чтобы они не принимали это как должное, и Сузуни полностью понимает это. Роуз уверена, что с ними все будет в порядке, так как Сузуни обучалась у Сигласа, а Роуз нечего сказать Усада. Усада знал, что она все равно не скажет ничего хорошего, поэтому Роуз оставила их в покое. Сузуни может сказать, что Роуз действительно сильная, но Усада не понимает, что она имеет в виду. Сузуни просто не обращает на это внимания, и они приступают к тренировкам. Вернувшись в замок, Салли забеспокоилась, увидев, как Казуки отрабатывает удары мечом. Она сказала, что он только что вернулся с тренировки, но он заверил ее, что хорошо отдохнул. Застенчивая Селли рада, но просит его позаботиться о себе, и она уходит. Сузуни рассказывает Усада о том, каким измученным был Кадзуки после тренировки, но Кадзуки сказал, что этот опыт определенно того стоил. Он сражался с кучей монстров на поляне в темноте Лингера, и это именно то, что они будут делать. Усада только что вернулся оттуда, и ему интересно, скучает ли Блурин по дому. Сузуни хочет воспользоваться тем, что Блурин спит, и погладить его, но Усада присматривает за своим мальчиком. Сузуни не нравится, что он разговаривает с ней свысока и отталкивает ее, поэтому она задается вопросом, не стал ли он каким-нибудь жена-ненавистником. Блурен наконец просыпается, но он явно все еще довольно сонный, когда пытается ходить. Гениальная Сузуни использует любой шанс, чтобы приблизиться к Блурину, поэтому она предлагает нести его на спине. Усада считает, что это ужасная идея, но Сузуни нравится, какой пушистый Блурен. Однако ее радость недолговечна, так как ее тело сгибается под тяжестью большого детеныша. После того, как Усада исцеляет ее, Корин обнаруживает перед собой множество существ. Арука говорит остальным возвращаться, и некоторые бандиты, похоже, разочарованы тем, что их нашли. Они планировали устроить засаду, поэтому решили попытаться ограбить нашу группу. Арука отказывается отдавать какие-либо товары, но бандиты указывают на то, что их намного больше. Усада бросает один взгляд на жалкую кучку и думает о том, что они совсем не пугающие. Усада уверяет Сузуни, что они не представляют угрозы, но она просто поражена, увидев бандитов в первый раз. Ребята пришли в ужас, увидев голубого медведя, но они понимают, что это всего лишь детеныш. Эти ужасные парни решили поймать его и живьем содрать с него шкуру, но Сузуни тут же встала на его защиту. Усада впечатлен тем, что Сузуни использовала такую мощную атаку, умудрившись при этом не лишить жизни парня, и он призывает ее выложиться по полной. Бандиты решили избежать магических атак, подобравшись на близкое расстояние. Усада обращается с Сузуни как с покемоном и инструктирует ее использовать молнию. Сузуни легко расправляется с бандитами, но ей не нравится, когда с ней обращаются как с Пикачу. Аруку присоединяется к битве, но им мешает орда кабанов. Это шокирует, так как они живут гораздо глубже в лесу, и Блурну приходится вмешаться, чтобы оттеснить некоторых из них. Усада получает удар, защищая Сузуни, и использует свою исцеляющую магию, чтобы смягчить их падение. В итоге они пролетают сквозь несколько деревьев и падают в реку, но Сузуни в плохом состоянии. Усада понимает, что это та же самая река, в которую он прыгал раньше, и вспоминает, что впереди есть водопад. Он говорит Сузуни сделать глубокий вдох и отключиться. Выбравшись из реки, Сузуни видит, что Усада не просыпается, и клянется доставить его в безопасное место. Она планирует вернуть свой долг за то, что он спас ее, но Усада говорит, что он только что проснулся и с ним все в порядке. Сейчас он только немного смущен, но и она тоже. Усада объясняет, что просто решил передохнуть после того, как вытащил ее из воды, но сейчас все в порядке. Усада лечит ее, пока она извиняется, но он объясняет, что не хотел бы оказаться на мели с кем-то еще, кроме нее. Затем Усада объясняет, что Роза оставила их в этом лесу раньше, и он полон монстров, по сравнению с которыми кабаны, которых они только что видели, выглядят как домашние животные. Проверка их запасов показывает, что у них не хватит еды даже на одну ночь. Сузуни считает, что им следует в первую очередь выбраться из леса, если это действительно так опасно, как он говорит, но Усада указывает, что скоро стемнеет. Также может пойти дождь, так что им нужно найти место для ночлега. Усада говорит, что они могут спать на ветке дерева, как он делал раньше, но Сюзанна говорит, что она никогда раньше не лазала по деревьям. Она всегда хотела этого, но ей никогда не разрешали. Усада задается вопросом, не воспитывали ли ее строгие родители, и решает, что они могут просто укрыться от дождя в маленькой пещере. Усада рекомендует ей снять мокрую одежду, но она дает обещание не подглядывать. После этого Сузуна использует свою молниеносную способность, чтобы поймать немного рыбы. Затем она использует ее, чтобы развести костер, и Усада очень рад, что она рядом. Сузуна неловко садится подальше от Усада и замечает, что он выглядит еще более измотанным, чем раньше. Как раз в этот момент появляются ядовитые обезьяны. Усада только читал о них, и это его первая встреча с ними лично. Сузуни считает одного из малышей милым, а Усада объясняет, что они не агрессивны. Он предупреждает ее, чтобы она не трогала их, так как они ядовитые, но Сузуни уже ласкается к ним. Она смирилась с тем, что это цена, которую приходится платить за то, чтобы наслаждаться их миловидностью, но маленькая обезьянка кусает ее. Сузуни уверенно указывает, что она была права, так как бояться нечего, но она падает в обморок. В замке фамильяр Карина сообщил королю,
что Сузуни и Усада пропали без вести. Король не собирался говорить Казуки, но Селия заставила его. Король объясняет, что поисковая команда будет готова завтра, но Казуки это не устраивает. Казуки отправляется на поиски сам, но Роза останавливает его. Она объясняет, что Сузуни и Усада скорее всего вместе. Это означает, что беспокоиться ни о чем, так как Усада ее подчиненный, и он не умрет так легко. Там, в лесу, Усада гораздо лучше проводит время с Сузуни, потому что выжить на этот раз проще простого. Сузуни не нравится, когда о ней говорят как о походном снаряжении, но Усада на самом деле очень ценит, что она рядом. Усада решает, что они должны спать по очереди, поэтому он отпускает ее первой. Но она отказывается и говорит Усада, чтобы он поспал, так как он должно быть устал от всего, чем занимался. Когда начинается дождь, Сузуни проверяет, спит ли Усада, но он все еще бодрствует. Сузуни задается вопросом, захочет ли он когда-нибудь вернуться домой, что он и делает, но он объясняет, что у него тоже есть причина остаться. Сузуни без колебаний говорит, что не хочет возвращаться, и удивительно, что Усада не спрашивает почему. Она хочет, чтобы он спросил, но Усада думает, что он уже знает. Он правильно полагает, что это потому, что ей больше нравится этот мир. Сузуни объясняет, что ей кажется, что в их старом мире для нее ничего не осталось. Она бы отказалась от своей семьи, друзей и даже от себя прежней, чтобы остаться в этом новом мире. Она всю свою жизнь ждала шанса стать свободной, и в этом мире ее ничто не связывает. Сузуни отдала бы все на свете за эту свободу, и она удивлена, когда Усада понимает это. Она думала, что он будет разочарован тем, кто она есть на самом деле, но Усада объясняет, что он тоже устал от себя прежнего. «Я устал от своей обычной жизни и пассивности». Когда они впервые приехали, Усада просто не хотел сдерживать своих двух друзей. Однако теперь он полон решимости защитить ее, Кадзуки и жителей королевства в качестве члена спасательного отряда. Сузуна понимает это и заявляет, что хочет защищать людей как герой. Они заключили соглашение забыть свой старый мир и защищать себя здесь и сейчас. Сузуни поражена тем, как сильно вырос ее мальчик, а Усада отмечает, что теперь с ней гораздо легче общаться. Усада раньше думал, что она просто идеальная девочка, но Сан удивлена, так как он обращался с ней довольно небрежно. Она не возражает, потому что предпочитает быть рядом с ним, чем восхищаться им издалека. Ситуация становится немного неловкой, и Асару отправляется спать, но Сузуни дразнит его за то, что он волнуется. Сузуни рада, что они немного поболтали, и желает ему спокойной ночи. На следующее утро наша пара ищет выход из леса, но чувствует приближение зверя. Этот зверь оказывается просто размытым пятном, которое в конечном итоге душит Усада. Аруку с ним, но он тоже измучен. Когда он приходит в себя, Аруку объясняет, что они обыскивали периметр леса, когда Блурен убежал один. Они погнались за ним и теперь понимают, что Блурен должно быть учуял запах Усада. Как раз в этот момент Блурен учуял другой запах, и Усада объясняет, что это был дом Блурена. Он рассказывает трагическую историю о том, что случилось с родителями Блурена, и все сочувствуют маленькому тигренку. Блурен явно готов уйти, и Сузуни отмечает, что он, похоже, принял решение. Блурен должен знать, что теперь его место рядом с Усада. Пришло время возвращаться домой, и они заявляют, что отправятся туда, где им самое место. Усада и Сузуни возвращаются в замок, где король рад видеть, что они вернулись из леса. Сузуни извиняется за то, что заставило их волноваться, но король объясняет, что это он должен извиняться. Он действительно извиняется за то, что втянул Усада во все это, но наш мальчик привык к подобным ситуациям. Усада быстро понимает, что привыкание к экстремальным ситуациям может плохо сказаться на Роуз, поэтому он лжет и говорит, что говорил о своем старом мире. Королю не терпится услышать о том, как проходит подготовка спасательного отряда Усада, и наш мальчик снова лжет и говорит, что это было всего лишь спокойного плавания. Усада шокирован выражением лица Роуз, так как, похоже, он сказал именно то, что она от него хотела, и он задается вопросом, правильно ли он поступил. Был обусловлен ею на психологическом уровне. Они оба уволены, но Рода Суисиглусу велено остаться. Лицо этого парня было довольно серьезным, так что Усада задается вопросом, о чем они говорят. Приходит Кадзуки, но ему кажется, что Усада ведет себя слишком небрежно. Он очень беспокоился за них, и Салли объясняет, что Кадзуки был готов сбежать из замка ради них. Сузуни называет его безрассудным, но Усада напоминает ей, что именно ее укусила отравленная обезьяна. Усада пытается рассказать эту маленькую историю, но Сузуни слишком смущена, чтобы позволить ему это сделать. Кадзуки рассказывает им, как Роза заверила его, что им будет хорошо в лесу, но Усада думает о том, что на самом деле она, вероятно, имела в виду, что лес – это легкий режим по сравнению с ее тренировками. Кадзуки был в восторге от того доверия, которое она питала к Усада, но Усада думает, что он просто чистый и невинный мальчик, раз принял слова Роуз за чистую монету. Усада просит его никогда не меняться и заявляет, что только он и Роуз должны быть запятнаны. Группа разделяется, и Салея указывает на то, насколько они близки.
Кадзуки предполагает, что она имеет в виду Сузуни и Усада, но она объясняет, что говорила обо всех них. Казуки выглядел так, будто ему было очень весело там с ними, и он указывает, что это потому, что они уже были друзьями до того, как пришли в этот мир. Селия хотела бы стать одной из их подруг, поэтому она просит Казуки больше не подгонять ее под себя. Она извиняется за свою настойчивость, но ее сообщение получено, и Казуки соглашается отныне называть ее просто Селия. В замке король объясняет, что они допросили бандитов, напавших на группу Усада. Министр Серхио рассказывает, что эти бандиты замечают гораздо меньше монстров, чем обычно в этом районе. Вскоре после этого в лесу на них напало стадо кабанов. Эта неожиданная информация означает, что монстры, должно быть, спасаются бегством от самолетов в лес. Они спасаются от чего-то ужасного, и Сиглас предсказывает, что это армия Повелителя Демонов. В отличие от их предыдущей битвы, Повелитель Демонов больше не будет недооценивать их, так что они, скорее всего, нападут, используя все, что есть в их распоряжении. Король приказал своим людям сообщить остальным, ответственным за войну, чтобы они были готовы, и у него также есть просьба к Розе. Это не то, о чем он обычно просил бы командира спасательного отряда, но Роза говорит, что она готова. Она уже решила, что король хочет, чтобы она узнала, как далеко продвинулась армия Повелителя Демонов, и он извиняется за то, что просит о чем-то столь опасном. Роза уже знает, что она самый быстрый человек во всем королевстве, поэтому она соглашается пойти. У короля есть еще одна просьба, и он просит ее вернуться на свой пост командира батальона. Роуз отказывается и объясняет, что на ней лежит больше вины, чем он, кажется, осознает. Король напоминает ей, что она была первой целительницей, когда-либо назначенной командиром батальона, и он удивляется, почему она так строга к себе. Затем он понимает, что она так и не простила себя. Она объясняет, что смирилась со смертью всех своих подчиненных и с тем фактом, что никакое исцеление не вернет их обратно. Шрам, который остался у нее на правом глазу, никогда не позволит ей забыть о них. Король пытается объяснить, что это не ее бремя, но она указывает, что они умерли, потому что она была слишком занята собой. Это оставляет шрамы на ее теле и никогда не позволит ей забыть о своих грехах. Именно поэтому она создала спасательный отряд. Не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы сосредоточиться на спасении жизней. Король отмечает, что спасательный отряд спас много жизней во время войны 2 года назад, но для Розы этого недостаточно. У спасательного отряда есть и другая цель – помочь ей найти подчиненного, который не погибнет. Король указывает на то, что это не в человеческих силах, но Роза объясняет, что именно для этого и проводятся все тренировки. Целительная магия, которая позволяет вывести свое тело за пределы допустимого, и железная воля, которая никогда не сломается перед лицом противника. Она искала кого-то, кто обладает всеми 3 этими качествами, и этот человек Усада. У него есть инстинкты выживания, способность приспосабливаться и воля к жизни. Помимо всего прочего, он продолжает противостоять ей и никогда не сдастся. Он дерзкий мальчишка и напоминает ей о парнях, которых с ними больше нет. Именно поэтому она полна решимости сделать из него идеального целителя. Роза извиняется за то, что увлеклась своей маленькой речью и направляется к границе. В ту ночь Усата обнаружил, что Роза оставила для него письмо. Из этого следует, что завтра тренировки не будет, и вместо этого она хочет, чтобы он доставил еще одно письмо. Роуз сказала ребятам, что ее не будет на ужине, так что Усата задается вопросом, где она. Где-то в другом месте демоны строят мост, и Амелия требует, чтобы ее подчиненные отдали все свои силы повелителю демонов. Черный рыцарь наблюдает за этим и заявляет, что она проявляет слишком большой энтузиазм. Его это раздражает, но Амелия напоминает ему, что она его командир. Он указывает на то, что они были на одном уровне во второй армии, но сейчас все изменилось, и Имия требует, чтобы он подчинялся ей. Черный рыцарь неохотно соглашается, и Имия сообщает Хирелюку, что мост будет построен через несколько часов. Как только он будет закончен, их вторжение в королевство Лингер наконец-то может начаться. Именно в этот момент демоны обнаруживают, что появился разведчик Лингер, но Амелии все равно. К тому времени, как этот разведчик распространит информацию, будет уже слишком поздно. Эта леди явно понятия не имеет, кто такой этот разведчик на самом деле, поскольку Роза запускает целый ствол дерева, чтобы разрушить их мост. Ствол дерева был брошен с очень большого расстояния, и Амелия приходит в ярость, когда понимает, что это была Роза. Предполагалось, что это всего лишь разведывательная миссия для Розы, но она рада, что выиграла им немного времени. На следующий день Васада отправляется доставить письмо, но не может понять, почему люди пялятся на него, даже если у него нет размытости. Старый торговец предлагает ему купить немного фруктов, но у него нет времени. Он решает зайти попозже, и тут на него смотрит та жуткая девчонка, с которой он встречался раньше. Усада приходит, чтобы передать письмо, и Уру пытается вспомнить его имя, так как ее брат Орга рассказал ей о нем.
В конце концов она вспоминает и представляется. Усада находится в клинике на первом этаже, которой управляют Орга и Уру. Орга осматривает пациента, и Усада чувствует себя немного странно, когда Уру позволяет ему взглянуть на него. Они, должно быть, ведут себя тихо, пока Орга концентрируется, и Усада поражен, увидев, насколько интенсивным является цвет исцеляющей магии Орга. Ее течение также очень плавное, что, как замечает Усада, совсем не похоже на его собственное. Орга исправляет ситуацию, но ребенок задается вопросом, что это за чудаки наблюдают за ними. После этого Уру интересуется, как дела у всех в спасательном отряде, а Усада объясняет, что они все еще ходят с уродливыми лицами плохих парней. Усада помнит, что слышала, что она была частью спасательного отряда, но она объясняет, что в отличие от Усада, она не смогла успевать за тренировками. Чтение письма явно беспокоит Оргу, но он держит это в секрете. Затем Уру объясняет, что Роуз вложила все силы в подготовку себя и своего брата, когда они впервые присоединились к команде. Они были очень рады этому, но из этого ничего не вышло. Уру не только изо всех сил старалась не отставать, но и стала по-настоящему бояться Роуз. Тогда Роуз казалась отчаявшейся, но Уру отмечает, что сейчас она выглядит намного счастливее. У Усада довольно пресыщенный взгляд на Роуз, и он думает, что она счастлива только потому, что у нее появилась новая боксерская груша. Как раз в этот момент Орги сообщают, что кто-то упал с крыши, пытаясь ее починить. Двое других также получили ранения, поэтому Орга просит Усада пойти с ними. Когда они прибудут, Усада захочет выслушать план Орги, но доктор очень устал. В конце концов они начинают исцеляться, но Усада думает о том, что кроме него самого он когда-либо исцелял только Оргу и Сузуни. Их раны были даже не такими серьезными, но он понимает, что если действительно разразится война, то ему скорее всего придется лечить травмы еще более серьезные, чем те, с которыми он сталкивается сейчас. Что еще хуже, ему придется сделать это в середине боя. Орга напоминает Усада о необходимости сохранять спокойствие и объясняет, что не имеет значения, кого и где он лечит. Усада обладает способностью исцелять людей, поэтому Орга говорит ему, что ему просто нужно поверить в то, что он может это сделать. Эти слова напоминают Усада о том, что даже Роза верит в него, так что он тоже начинает верить в себя. Это очень важно, и он способен исцелить идиота, который упал с крыши. После этого братья и сестры хвалят нашего мальчика за хорошо проделанную работу, а Орга даже просит его зайти как-нибудь, чтобы помочь. Усада соглашается и отправляется домой. Уру считает, что Орга выглядел довольно круто, когда давал советы Усада, но Орга становится по-настоящему серьезным. В письме говорится, что армия повелителя демонов уже близко, и их призвали на войну. У Усада нет никакого военного опыта, поэтому он должен полагаться на абсолютную уверенность в своих силах. Орга уверен, что Роза знает, что делает, но он заявляет, что тоже сделает все, что в его силах. Начинается война, но Орга уверяет свою сестру, что все будет хорошо. Усада отправляется собирать этот фрукт, но задается вопросом, не потерялась ли девочка, когда она останавливает его. Эта странная девочка говорит, что Усада единственный, кто мог это увидеть, и именно поэтому он может изменить это будущее. Усада понятия не имеет, о чем говорит эта маленькая цыпочка, но его замешательство переходит в шок, когда ее глаза начинают светиться. Затем Усада видит шокирующие картины войны, и что еще более ужасно, он видит, как темный рыцарь убивает его друзей. Сердце Усада учащенно бьется, и он так напуган, что едва может пошевелиться. Девочка объясняет, что только что оказала ему огромную услугу, и теперь он обязан отплатить ей тем же. Усада все еще не может поверить в то, что он только что увидел, а таинственная маленькая девочка просто убегает. Усада гонится за маленькой девочкой, так как полон решимости расспросить ее о том, почему он стал свидетелем смерти своего друга. Девочка наблюдает за ним неподалеку и думает о том, что Усада единственный, кто может изменить будущее. Усада спрашивает охранника, видел ли он маленькую лисичку, но тот не видел. Приходит Роза, чтобы отпугнуть парня, и Усада жалеет его за то, что он испугался Розы. Хотя Усада может понять его, когда Роуз грубо обращается с ним. Она хочет услышать больше о том, какая она страшная, но Усада удается перевести разговор на то, где она была. Роуз рассказывает, что она разрушила мост, который армия демонов пыталась построить, пока она была на разведке. Усада очень остроумно говорит, что она сделала гораздо больше, чем просто провела разведку, но из-за этого с ним снова обращаются грубо. Роуз объясняет, что она уже видела девочку-лису раньше, и она появлялась там 2 года назад. Девочке-лисе всего 12 лет, но ей каким-то образом удалось ускользнуть от бандитов и похитителей и добраться до Капитолия. Такие полулюди, как она, чрезвычайно ценны для бандитов, поскольку их ценят за их внешность. Но что еще более важно, у некоторых даже есть способности к редкой магии. Усада задается вопросом, способна ли эта редкая магия показать людям видение будущего, которое, как они надеются, никогда не произойдет. Роуз рассказывает, что ходят слухи о людях-зверях, которые могут использовать магию, называемую предвидением. Они чрезвычайно редки, и даже если бы они существовали,
существовали, их бы хорошо охраняли в землях зверей. Роуз допытывается, почему он хочет это знать, но Усада делает вид, что ему просто интересно узнать о людях-зверях, так как он прочитал о них в книге. В ту ночь король благодарит Роуз за то, что она дала им немного времени, но она указывает, что армия демонов, скорее всего, будет строить еще один мост скоро. Это займет всего пару дней, поэтому король решает сообщить солдатам и горожанам о вторжении. Он сделает это завтра, но он хочет поговорить с Сузуни и Казуки до конца ночи. По пути к королю друзья Усада натыкаются на Селию. У Кадзуки с ней довольно неловкое общение, и после обмена любезностями они расстаются. Сузуни задается вопросом, что же между ними произошло, но Кадзуки говорит, что ничего особенного. В другом месте Усада обнаруживает, что не может заснуть. Он не может перестать думать о видении и о том, что если это будущее, то он ничего не может с этим поделать. Однако он помнит, что девочка-лиса сказала ему, что на самом деле он единственный, кто может изменить это будущее. Именно в этот момент Усада замечает что-то снаружи, и это оказывается Кадзуки. Эти двое говорят о том, как много они тренировались, и Кадзуки рассказывает, что они только что разговаривали с королем. Им сказали, что скоро начнется битва с армией повелителя демонов, но они оба уже знали об этом. Однако, когда Казуки представлял себя сражающимся, он не мог заснуть. Он признался, что убежал из замка, чтобы прийти сюда, и признался, что боится сражаться. Дело не только в этом. Ему было страшно даже тогда, когда он сражался с монстрами в первый раз. Его ноги замерзли, и он смог сражаться только во второй раз. Только когда бой закончился, он понял, насколько легкомысленно он ко всему относился. Теперь он видит вещи более ясно и понимает, что армия повелителя демонов сделает все возможное, чтобы убить его. Он в ужасе от этого, но он находится под огромным давлением, потому что все рассчитывают на него. Усада снимает напряжение, рассказывая Казуки, какой он крутой. Усада всегда думал, что ему никогда не бывает страшно, но теперь он понимает, что это не так. Ожидания тех, кто окружал Кадзуки, были для него огромным бременем. Усада отмечает, что на самом деле Кадзуки не обязан соответствовать этим ожиданиям, и иногда он может поставить себя на первое место. Что касается Усада, то он уверенно объясняет, что будет участвовать в битве. Он хочет спасти тех, кто будет сражаться с армией повелителя демонов. Усада, конечно, тоже напуган, но он уже принял решение. Кадзуки напоминает Усада, что его втянули в это дело случайно, и теперь он может даже умереть. Усада признает, что попал сюда случайно, но с тех пор многое произошло. У него были трудные времена, но он также встретил много людей, которые указали ему путь. Он хочет помочь им, в том числе и Казуки. Усада отмечает, что даже если Казуки не будет драться, они в любом случае останутся друзьями. Эти слова оказались именно тем, что Казуки хотел услышать. Казуки выходит из депрессии и заявляет, что будет сражаться, чтобы защитить Усада и Сузуни. Он не уверен, что сможет сражаться как герой, но он определенно знает, что хочет помочь своим друзьям. Кадзуки отказывается просто наблюдать и заявляет, что преодолеет свой страх и будет сражаться, несмотря ни на что. Присутствие друзей на его стороне успокаивает его больше всего на свете, поэтому они соглашаются защищать всех вместе. Усада понимает, что только что сказал кучу банальных вещей, но Кадзуки уверяет его, что это именно то, что ему нужно было услышать. После этого Усада надеется забыть свою банальную речь, немного поспав, но Сузуни, похоже, смеется над их бромансом. Усада говорит, что он слишком устал, чтобы терпеть ее насмешки, но она продолжает издеваться над ним еще больше. Усада знает, что она последовала за Казуки, потому что почувствовала, что что-то не так, но она рада видеть, что Усада позаботился об этом. Усада признает, что какая-то часть его не хочет сражаться, и Сузуни задается вопросом, не хочет ли он, чтобы она тоже сражалась. Усада предпочел бы, чтобы она этого не делала, но он знает, что она уже решила жить в этом мире. Это правда, поэтому она уходит, потому что завтра у них у всех важный день. На следующий день король делает свое заявление. Вторжение армии повелителя демонов – это только вопрос времени, поэтому он планирует перехватить их на лугах. 2 года назад они отбросили армию повелителя демонов, но он уверен, что с тех пор они стали сильнее. Это будет нелегко, но он напоминает всем, что они тоже стали сильнее. Он отмечает, что теперь у них есть 2 героя – Кадзуки и Сузуни. Им также помогает спасательный отряд, который играет важную роль на поле боя. Король завершает свою речь заверениями в том, что они победят, и все воодушевляются. Позже Кадзуки отправляется повидаться с Селией. Он извиняется за то, что пришел без предупреждения, но на самом деле она рада. Он подтверждает, что они отправятся в бой, поэтому она молится за его безопасность. Он клянется защищать страну, но что более важно, он обещает вернуться, чтобы увидеться с ней. Потрясенная Селия надеется, что он вернется, и они попрощаются. В другом месте Уру находит Блурина. Усада позволяет ей погладить себя, но предупреждает, что Блурен может этого не позволить. Уру уверена, что они станут лучшими друзьями, но она жестоко ошибается.
ошибается, так как Блурен отталкивает ее руку. Блурен продолжает шлепать ее, так что она рада видеть, что появился маленький кролик, который помогает ей чувствовать себя лучше. Эта девочка никак не может успокоиться, потому что Кокора объединяется с Блурином, чтобы оттолкнуть ее. Усада должен помешать Орге раздавить себя насмерть, и они наблюдают, как Уру продолжает пытаться погладить Блурина. Орга показывает, что на самом деле она очень нервничает, так как это ее первый бой. Ее странное поведение – это просто способ скрыть свое беспокойство. Затем Усада позвали навестить Роуз, но он только сейчас осознал, что никогда раньше не был в ее комнате. Усада боится, что она решила помучить его, но придя, обнаруживает, что она просто хочет поговорить. Она хочет, чтобы Усада объяснил свою роль на поле боя, поэтому он говорит, что это значит лечить раненых вместе с ней на передовой. Это верно лишь отчасти, так как начало битвы будет другим. Остальные члены отряда доставят раненых обратно в тыл и будут лечить их там вместе с Оргой и Уру. Поначалу на передовой будет не так много раненых, так что они будут там просто легкой добычей. Более того, Роза советует ему не лечить ни тех людей на передовой. Усада думает, что она имеет в виду не лечить врага, но она называет его идиотом, потому что это не то, что она имеет в виду. Там будут люди, которые ранены, но все еще сражаются. Он не должен пытаться исцелить этих людей, так как он только встанет у них на пути. Усара должен будет использовать свое суждение, чтобы решить, кого лечить в любой момент. Усара все прекрасно понимает, и Роза наконец дарит ему форму спасательного отряда. Она была разработана таким образом, чтобы помочь им выделиться на поле боя. Наш мальчик Усара не мог быть счастливее, поэтому она велела ему надеть ее. Роза рада, что он так сильно накачался, потому что благодаря этому Усара может хорошо облегать костюм. Роза снова грубо обращается с ним, чтобы объяснить, что целители не бессмертны. Как только они умирают, все кончено. Единственное, чего он никогда не сможет сделать на поле боя, это принять свою жизнь как должное. Усада объясняет, что он очевидно не хочет умирать, но из-за этого Роуз снова называет его идиотом. Разговоры ничего не стоят, потому что Роуз знает множество людей, которые говорят так же, как он, и все равно умерли. Быть частью команды спасателей означает, что он должен спасти и себя тоже, поэтому ему не следует недооценивать ценность своей собственной жизни. Роза не хочет слышать от него никаких разговоров о самопожертвовании или обещаний покончить с ним раньше, чем это сделает враг. Усада слышит ее послание громко и ясно и уверенно заявляет, что спасет всех, включая себя. Она сомневается, что он действительно сможет это сделать, но он напоминает Роуз, что именно она посоветовала ему говорить о своих идеалах. Усада размышляет о видении, которое он увидел, и приходит к выводу, что не имеет значения, действительно ли это будущее. Он знает, что должен сделать, а именно не дать Казуки или Сузуне умереть, несмотря ни на что. Позже наши герои отправятся в лагерь, где будут готовиться к битве. По мнению Уру, дорога туда займет слишком много времени, но им нужно удалиться на безопасное расстояние от королевства, прежде чем они смогут сражаться. Усада задается вопросом, на что похожи демоны, поэтому Роза объясняет, что они выглядят как люди, но они сильнее и у них больше маны. Это касается не только их командиров, так как даже их обычные солдаты действительно сильны. Роуз задается вопросом, не боится ли он, но наш мальчик Усада говорит, что он знает кое-кого пострашнее. Роуз не может поверить, что какой-то маленький умник, случайно попавший в этот мир, может оказаться таким же сильным, как он. Усада напоминает ей, что она подвергла его сумасшедшим тренировкам, чтобы он стал таким, и он признает, что в первом классе он просто пытался превзойти ее. Усада готовится к тому, что на него накричат за его острый язык, но он удивляется, когда этого так и не происходит. Это потому, что Роуз стала очень серьезной и вспоминает свою старую команду. Если оглянуться на 5 лет назад, то можно увидеть, что Роуз была командиром батальона задерживающихся рыцарей. Королевство только что получило сообщение о появлении демонов на лугах неподалеку от тьмы задерживающегося. Король распорядился, чтобы стражники охраняли проходящих там торговцев, но он указывает, что демоны намного сильнее людей, и контакта с ними следует избегать любой ценой. Сиглус и Роза опасаются, что демоны планируют вторжение, поэтому Сиглус планирует держать свои войска наготове на всякий случай. Роза в глубокой задумчивости, так как планирует подготовить и свой батальон, поэтому она игнорирует какую-то девушку, пытающуюся привлечь ее внимание. Роза ругает девушку по имени Аул, но Аул расстроена, так как Роза могла раскроить ей череп. Аул задается вопросом, насколько серьезна ситуация с демоном, но Роза снова ругает ее за то, что она подслушивала совершенно секретное совещание. Роза уверяет ее, что ситуация не такая уж и серьезная, и Сова уверена, что они могли бы справиться с ней в любом случае. Роза напоминает ей, что нельзя недооценивать врага, и она решает, что позже будет наблюдать за тренировками каждого. Это последнее, чего хочет Сова, поэтому она пытается напомнить Розе, что у нее есть много других обязанностей, с которыми нужно справиться. Они возвращаются домой, и Роза заявляет, что пришло время привести всех в форму. Другие рыцари обвиняют Авул в том, что она навлекла на них эту пытку, и вымещают на ней свое разочарование. Авул умоляет о помощи, но Баруш просто игнорирует
игнорирует ее. Неделю спустя появились новые сообщения о том, что демоны нападают на монстров на их территории, поэтому Роуз отправляется на разведку. Роуз сообщает своим рыцарям об этой миссии и объясняет, что ей сказали, что там от 10 до 30 врагов. Сова пытается подбодрить ребят, но они все равно винят ее за неделю интенсивных тренировок, которые они только что прошли. Сова пытается подчеркнуть, что благодаря этому они стали сильнее, но это только еще больше расстраивает их. Роза знает, что Какура смог бы обнаружить монстров для них, но эта миссия слишком опасна, поэтому она решила, что на этот раз ее другу-кролику придется остаться дома. Роуз рассказывает всем, что она присоединится к ним в этой миссии, и все приходят в восторг, потому что они непобедимы, когда командир сражается вместе с ними. Они смогут сражаться в полную силу, так как Роуз может просто исцелять их, когда они получают ранения. Сова призывает их выкладываться по максимуму, и в конце концов все они соглашаются с ней. На следующее утро Роза и ее рыцари отправляются в путь через лес. На первый день они ничего не находят. Сол объясняет, что командир решил, что они будут исследовать западную часть леса. Этот район довольно опасен, поэтому им придется оставить здесь своих лошадей, но остальные задаются вопросом, не стоит ли им проверить другие районы первого числа. О утверждает, что в этом нет необходимости, так как у нее есть ощущение, что что-то находится на западной стороне. Остальным требуется время, чтобы обдумать это, но они с радостью соглашаются сделать так, как она говорит, поскольку уважают ее как своего заместителя командира. Им пора отдохнуть, поэтому Роуз решает, что она будет нести первую вахту. Все спят, но Роуз может сказать, что Сова все еще бодрствует. Роуз предлагает вырубить ее до потери сознания, но Сова хочет ее о чем-то спросить. Она хочет знать, почему Роуз выбрала ее заместителем командира. Сова считает, что она довольно обычная девушка, и в ней нет ничего особенного. Роуз научила всех быть лучшими, но Сова отмечает, что она в основном просто выполняет поручения. Роуз отмечает, что Сова ни разу не облажалась, так что у нее нет никаких претензий. Сова объясняет, что она всегда отчаянно старается изо всех сил, и она шокирована, когда Роуз говорит, что именно поэтому однажды она сможет передать ей звание командира. Сова сходит с ума, потому что думает, что другие сойдут с ума, и она думает о том, какой она была раньше. Сова всегда была упрямой и никогда не слушалась приказов, которые ей не нравились. Никто не мог ее контролировать, и всякий раз, когда кто-нибудь жаловался на это, она заставляла их замолчать своей силой. Сова славилась тем, что была сильным рыцарем, который не слушал своих начальников. Потом Сова встретила Розу, но она осталась таким же упрямым человеком. Единственная разница заключалась в том, что Роза не позволяла ей наступать себе на пятки. Роза избила ее, когда она не послушалась, и погналась за ней, когда она попыталась сбежать через границу. Затем, когда Эйоуэлл попыталась ударить ее, Роза ударила ее так сильно, что она потеряла сознание вместе со всеми воспоминаниями об этом инциденте. Роза не помнит, чтобы ударила ее так сильно, но Оли думает, что она, должно быть, шутит. Сова объясняет, что она никогда не хотела, чтобы Роза взяла над ней верх. Какими бы тяжелыми ни были тренировки, она всегда хотела добиться успеха и ненавидела проигрывать. Роуз это не казалось чем-то особенным, но для Рауля это стало огромной переменой. У нее никогда не было кого-то, кто заботился бы о ней до самого конца, не сдаваясь. Всем остальным в конце концов это надоело, но Роуз продолжала бросать ей вызов. Сова думает, что другие рыцари чувствуют то же самое. Роуз понимает их лучше всех, и именно поэтому она единственная, кто может быть их командиром. Роуз называет ее соплячкой, которая не хочет покидать гнездо, и Сова поражена, что именно так она реагирует на ее трогательную речь. Роуз согласна, что она понимает их лучше всех, и именно поэтому ей следует доверить выбор следующего командира. Она объясняет, что выбрала самоволку не случайно. Она выбрала ее, потому что она никогда не сдается и всегда смотрит вперед. Этот менталитет является прочным фундаментом, на котором стоят другие. До тех пор, пока Аво остается самой собой, остальные будут следовать за ней. Сова, кажется, наконец-то начала понимать, но Роуз просто хочет стереть эту слащавую ухмылку с ее лица. Роуз указывает на то, что мир постоянно меняется, так что мне придется научиться принимать это. Однако тот факт, что она когда-то была их командиром, никогда не изменится. Нет необходимости так глубоко задумываться об этом, чтобы я наконец понял. Роуз говорит остальным, что пора спать, и О потрясен, увидев, что все внимательно слушают. Все они заявляют, как сильно доверяют Оул, и подчеркивают, что всегда прислушиваются к ней, когда это важно. Смущенная Оул хочет, чтобы все комплименты закончились, поэтому она угрожает избить их всех до того, как это сделают демоны. На следующее утро они обнаруживают признаки того, что демоны охотятся на монстров. Приходить на территорию лингеров только для того, чтобы поохотиться на монстров, не имеет особого смысла, поэтому они задаются вопросом, не делают ли они это просто ради забавы. Сова подозревает, что должна быть какая-то другая причина, но их прерывает громкий шум. Они находят поблизости каких-то демонов, но их тут же обнаруживают. Роза
велит остальным держаться подальше и требует объяснить, что демоны делают на их территории. Демон объясняет, что на самом деле ему не нравится эта миссия, но он должен ее выполнить, так как они принесут большую пользу в будущем. Он отказывается продолжать объяснение, поэтому Роза велит ему идти. Если они спокойно разойдутся по домам, то она оставит все как есть. Демон впечатлен ее смелостью, но он заявляет, что не может оставить их в живых. Роза оставляет за собой командование аулом и объясняет, что она не сможет отдавать приказы, пока сражается с лидером демонов. Битва начинается, и аул заявляет, что они покажут демонам силу своей командной работы. Демон пытается атаковать, но Роза демонстрирует свою безумную скорость и отбрасывает его назад. У демона даже нет времени подумать, так как Роза быстро повторяет эту атаку и в конце концов отправляет его в полет. Роза уже знает, что она не сможет нанести хороший удар, так как этот демон смог манипулировать ветром за 2 секунды. Роза оставляет остальное своим рыцарям, а сама отправляется за лидером демонов. Она сражается с ним и останавливает его продвижение, бросая в него гигантские деревья. Роуз шокирует этого чувака своим неустанным шквалом атак, но он даже близко не подходит к завершению. Роуз продолжает атаковать, так что демон признает, что никогда не видел человека с такой скоростью. Она не заинтересована в разговоре и просто хочет ударить его по лицу. Демон окружает ее своими клинками ветра, но Роза, как всегда, уверена в себе. Демон думает, что глупо рисковать своей жизнью, пересекая стену клинков ветра, но он потрясен, когда Роза начинает исцелять себя. Он только сейчас понимает, в чем заключается ее магия, но уже слишком поздно, так как она наносит удар. Демон теперь знает, что она целительница. Ее огромная физическая сила и высокая скорость исцеления делают ее сильным бойцом ближнего боя. Он признает в ней монстра, и они представляются друг другу. Этого парня зовут Нера. Он вызывает свое оружие и заявляет, что сейчас убьет Роуз. Роуз совсем не боится и заявляет, что она уложит этого парня раньше, чем он успеет это сделать. Во время другой драки один чувак использовал способность усыплять демона. Сова также прекратила атаку и заявила, что им нужно показать силу личного подразделения Роуз. Роуз занята борьбой с Нероном, и она понимает, что его демонический меч пропитан проклятием. Она не может позволить ему коснуться ее, несмотря ни на что. Именно в этот момент Нерону удается порезать ее лицо, но она наносит контрудар. Его отбрасывает назад к остальным, и Роза исцеляет себя сама. Она знает, что Нера еще не закончил, поэтому она требует, чтобы он встал. Нера впечатлен ею и ее подчиненными. Они довольно опытные люди и, несомненно, самая проблемная группа, с которой он когда-либо сталкивался. Нера думал, что настоящих героев среди людей больше не существует. Однако он изменил свое мнение, поскольку Роза и ее группа стали для них самым большим препятствием. Меч Нерона начинает светиться тьмой, и он заявляет, что эра, в которой демоны трепещут перед людьми, закончится, так как их повелитель скоро пробудится. Этот повелитель беспощаден, дик и жесток, но он приносит демонам благословение и победу. Этот парень шокирует Роуз, когда высвобождает сгусток силы и заявляет, что должен победить ее группу, чтобы они могли пробудить своего повелителя. Когда один из подчиненных Роуз наносит удар, но она понимает, что демон не пострадал. Демон заявляет, что они просто оружие повелителя демонов, и если они потеряют свою жизнь, то просто заберут их с собой. Роза понимает, что у нее неприятности, поэтому она бросается к своему спутнику, но ее останавливает Нерон. Демон остается верен своему слову и забирает жизнь девочки, приводя всех в ужас. Еще один член группы Роуз был ликвидирован, и стало ясно, что эти демоны больше не заботятся о своей собственной жизни. Сова пытается успокоить всех, но это бесполезно, так как еще один из их товарищей падает. Нера ставит себе в заслугу такой поворот в битве, поскольку он указывает, что он призвал своих людей пожертвовать собой. Роза в ярости нападает на него, но Нера указывает, что она потеряла самообладание, и он режет ей глаз. Она пытается залечить рану, но Нера показывает, что его меч высасывает ману. Ее рана проклята, и она не сможет ее залечить. Ее солдаты молят об исцелении, так как их уничтожают в бою. Роза пытается прекратить свою борьбу с Нероном, но это бесполезно. Она видит только одним глазом, так что это влияет на ее восприятие расстояния. Нера готовится к атаке, и она понимает, что все кончено. Нера наносит сокрушительный удар, но Роуз потрясена, когда видит, что я пожертвую своей жизнью, чтобы спасти ее. Роуз приходит в ужас, когда видит, что все ее подразделение уничтожено. Роуз чувствует себя ужасно, ведь все они верили в нее. Они все думали, что не умрут на ее глазах, и она всегда придет им на помощь. Роуз хотела бы, чтобы само волка просто сбежала, и она винит себя за то, что была такой слабой. Нера заявляет, что смерть их подчиненных не будет забыта, и он идет, чтобы закончить бой. Именно в этот момент он потрясен, когда Роуз останавливает его клинок. Она начинает избивать этого парня и оскорблять его за то, что он сказал. Разъяренная Роза указывает на то, что такой демон, как он, который призывал своих солдат жертвовать собой, никогда не смог бы этого понять. Она продолжает уничтожать Нерона и объясняет, что жертвовать собой в бою – это величайшее унижение.
Роуз полностью захватила инициативу в бою, пригвоздив Нерона к дереву, и гневно заявляет, что сейчас убьет его. Роуз может сказать, что ее тело вот-вот откажет, но она полна решимости стать той, кто оборвет жизнь Нерона. Именно в этот момент появляется молодая Амила, которая беспокоится о Нероне, и Роуз никак не может этого понять. Нерон – демон, который жертвует своими подчиненными, поэтому она не может поверить, что есть кто-то, кто хочет спасти его. Роуз пытается помешать ей спасти его, но эта девушка напоминает ей AOL. Они уходят, и настоящий AOL зовет ее. Сильно раненая Роуз направляется к своей верной подчиненной и просит ее замолчать, чтобы она могла вылечить ее. Сова объясняет, что исцелить ее будет невозможно, так как рана была слишком глубокой. Роза считает, что это правда, поскольку ее исцеление не удается, но она полна решимости продолжать попытки. Сова говорит ей, что это безнадежно, но она утверждает, что ни о чем не жалеет. Она была счастлива сражаться на стороне Розы, и она знает, что другие чувствовали то же самое. Роза не может поверить в то, что слышит, и отказывается позволить ей умереть. Сова использует свои последние слова, чтобы попросить Розу никогда не меняться, и она умирает. Оглядев поле боя, можно увидеть только что произошедшую резню, и Роуз кричит в агонии. Позже Роуз сообщает королю, что повелитель демонов скоро воскреснет. Роуз заявляет, что больше не имеет права называть себя рыцарем. Из-за этого она хотела бы, чтобы он снял ее с должности командира батальона и лишил ее рыцарского звания. Все в шоке, но король поступает так, как она хочет. Позже к ней подходит семья одного из ее павших подчиненных. Она стыдливо извиняется за то, что не смогла защитить его, но они благодарят ее за то, что она по крайней мере вернула его, чтобы они могли увидеть его в последний раз. Они объясняют, что их сын был законченным правонарушителем, так как весь день только и делал, что смотрел видео с обзором аниме. Однако, когда он начал обслуживать Роуз, он стал другим человеком. Роуз возвращается в свой пустой дом и плачет, забившись в угол. Месяц спустя Сиглас приходит навестить ее, и они обсуждают, как король приходил к ней раньше. Их цели совпадают. Они хотят убедиться, что Роза не решила последовать за своими войсками в загробную жизнь. Роза на мгновение задумывается об этом, но это только расстраивает Сигласа. Роза просит его успокоиться, так как она говорила несерьезно. Роза объясняет, что проклятие демона было лишь временным, так что ее раны наконец начинают заживать. Сиглас удивляется, почему она не попыталась вылечить свой глаз, но она не отвечает. Однако, когда она остается одна, Роуз думает о том, что этот шрам является доказательством ее греха и того, что она позволила своим подчиненным умереть. Это наказание, чтобы она никогда не забывала о случившемся. Роуз решила беречь свою собственную жизнь, так как я готов пожертвовать собой ради этого. Теперь вопрос в том, что она будет с этим делать. Она думает о том, чтобы отомстить и победить как можно больше демонов, но это не выход. Роуз удается успокоиться, и у нее появляются воспоминания обо всех. Она только сейчас осознает, насколько она на самом деле слаба, и задается вопросом, что подумали бы о ней ее подчиненные, если бы увидели ее сейчас. Она представляет себе AOL рядом с собой, и AOL указывает на то, что они, вероятно, посмеялись бы над ней. AOL повторяет слова, которые Роза сказала ей у костра, и напоминает ей, что все меняется. Она должна принять это, чтобы двигаться вперед. Однако тот факт, что Роуз руководила ими, никогда не изменится. Они оба говорят, что не стоит слишком много думать, и Сова рада видеть, что она помнит об этом. Сова напоминает ей о ее последних словах, а именно о том, что Роза никогда не должна меняться. Остальные, похоже, согласны с Аулом и напоминают ей, что Роза ударила бы их прямо в лицо, если бы увидела, что они ведут себя так же, как она. Теперь Роуз понимает, какой глупой она была, сосредоточившись только на их смерти. Ее подчиненные не были такими, они всегда смотрели прямо перед собой с улыбками на лицах. Роуз выходит из депрессии и клянется никогда больше не проявлять слабость. Ее подчиненные уходят, а Роуз обещает стать кем-то, кем они все смогут восхищаться. Роуз снимает повязки и заявляет, что она знает, что должна делать. Скоро начнется масштабная битва с повелителем демонов, поэтому она решила создать силу, которая спасает жизни. Многие солдаты будут отправлены на верную гибель, но она клянется не дать им умереть. Ее отряду понадобится как минимум 5 человек, и 2 из них должны быть целителями для начала. Но самое главное, что им понадобится кто-то вроде нее самой. Кто-то, кто не просто лечит, но и может бегать по полю боя, устраняя угрозы на ходу. Это было бы невозможно для обычного человека, но если она сможет найти кого-то подобного, то у них может появиться шанс сражаться рядом с ней и не умереть. Возвращаясь к настоящему, Роуз удивляет Усада, когда говорит, что рада, что нашла его. Роуз указывает на то, что он даже не подозревает, насколько драгоценна его собственная жизнь. Не каждый целитель может стать таким сильным, как он, просто тренируясь. Она просит его задуматься, каким был бы мир, если бы в нем было больше таких целителей, как она. Но Усада просто использует свой острый язык, чтобы сказать, что мир был бы уничтожен. Роуз объясняет, что она придумала методику, позволяющую тренировать себя сверх своих возможностей, используя магию исцеления. Это невероятно сложно, и только она и Усада могут это сделать.
Усада обладает всеми качествами, которые она когда-либо хотела видеть в целителе, и она уверена, что он не умрет. Усада принимает все комплименты, но Роуз хватает одного взгляда на его слащавую улыбку, и она вызывает у нее отвращение. В другом месте Эйли говорят, что мост достроен. Рыцарь-демон рад это слышать, и Эйла напоминает ему, что он может вести себя так дико, как захочет, когда начнется битва. Этот парень уверен в себе и предупреждает, что битва может закончиться в одно мгновение, так как они сражаются только с людьми. Амила напоминает ему, что не стоит недооценивать их, поскольку у них есть те, кого называют похитителями. Эти похитители крадут раненых, но рыцарь не беспокоится о них. Он просто думает, что они все время убегают, но Амила указывает, что на самом деле они монстры. Рыцарь рад слышать, что они могут сделать жизнь интереснее. Ему все равно, что это такое, главное, чтобы он чувствовал себя живым.